Дорогие друзья, всем привет! С вами Карина. Сегодня давайте сделаем расклад, его истинные мысли о вас и его истинные чувства к вам. Истинные чувства вашего мужчины к вам. Расклад я хочу сделать особенно для тех, кто сомневается, кто не уверен, чей мужчина ведет себя неопределенно. Вот если у вас есть такие сомнения, вы хотите понять, что же он на самом деле чувствует, думает, давайте будем смотреть. Для начала мы посмотрим на вашу ситуацию, что происходит между вами с этим мужчиной, чтобы вы могли узнать свою ситуацию. И давайте будем смотреть. Итак, что же происходит между вами сейчас? Вы знаете, я сразу хочу сказать, что здесь какое-то стабильное состояние, когда ничего особенного не происходит. Здесь как будто бы вы оба выжидаете какой-то момент. То ли какое-то решение должно быть принято, но никто его не принимает. Вот идет просто момент ожидания, наблюдения. Каждый как будто себе в блокнотик что-то записывает. Вы наблюдаете за мужчиной, что он сказал, что он сделал, даете оценку ему. И то же самое делает мужчина. Никто ничего не предпринимает, как бы стабильно и спокойно, но ничего не происходит, ничего не меняется. Я бы сказала, такая губительная стабильность, губительное спокойствие, когда каждый просто что-то оценивает. И вот опять же здесь, знаете, очень много холодного, трезвого расчета, возможно, со стороны мужчины, а может быть и с вашей стороны тоже. Здесь идет оценка буквально каждого слова, каждого действия. Очень такое выверенное какое-то поведение, когда просчитан каждый шаг. И очень много осторожности здесь, в этих ваших отношениях. Вот такое взаимодействие между вами. Как будто бы никто не хочет сказать лишнее слово или сделать какой-то неправильный шаг. А что будет, если я скажу вот это? Какие последствия? Да? А вдруг он подумает что-то? Или вдруг она что-то подумает? Если я что-то ей скажу, вдруг она решит, что я там на что-то готов, да, или что я что-то обещаю. Вполне возможно, что это идет больше со стороны мужчины, вот такой холодный расчет. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Здесь все очень выверено. Настолько выверено, что становится просто скучно. Ну и в результате, как я уже сказала, здесь идет ощущение мертвого спокойствия, вот губительного спокойствия, когда никакое решение не принимается, никакой шаг не предпринимается. Здесь только все осмысление, да, вот у нас идут мечи, это ментальные карты, это когда человек очень много все обдумывает, наблюдает, взвешивает, но в результате он не действует, в результате он не принимает никакое решение, и вообще ничего не происходит. И все это под видом стабильности. Вот знаешь, у нас с тобой все стабильно, у нас с тобой все хорошо. 4 жезлов у нас здесь. Это нам такая подсказочка. Все стабильно. У нас же с тобой все хорошо. Чего тебе надо? Но ничего не происходит. Что-то мне говорит о том, что это все вот больше, вся эта логика, все это излишнее переосмысление всех своих шагов и поступков, это идет от мужчины. И вот смотрите опять, да, ну у нас же все хорошо, зачем что-то решать, зачем что-то менять? 2 чаш. Мы с тобой находим общий язык, нам с тобой хорошо вдвоем, мы с тобой друг друга дополняем, поддерживаем. То есть вот вроде бы все нормально, но какой-то холод в отношениях прослеживается. Даже какие-то преграды, препятствия. Вот знаете, как будто бы, может быть, вы оба, а может быть только мужчина выстроил вот такую вот невидимую стену. Барьеры какие-то, преграды, что вот об этом мы говорить не будем, вот это мы обсуждать не будем, вот этого я решать не буду сейчас, я не готов. То есть все, знаете, очень-очень ограничено, в какие-то рамки поставлено, когда нету никакого развития. Вот так, давайте еще карту. Император. Ну вот, это тот самый мужчина, который все держит под контролем, который диктует условия в отношениях и в жизни, который хочет, чтобы все было так, как он считает нужным, вот по его правилам, по его принципам.
так, как удобно ему, так, как он считает должно происходить. С таким человеком тяжело, с ним тяжело спорить, ему тяжело что-то доказать, объяснить. Практически невозможно настаивать на своем в отношениях. То есть его невозможно практически переспорить. Очень категоричный человек, может быть даже деспотичным в каких-то вопросах в отношениях. И здесь, конечно же, тон задает он. Почему я и говорила, что вот у меня ощущение, что все это в основном исходит от мужчины, потому что он задает тон в ваших отношениях. Вот все происходит так, как в результате решил он. Даже если вам когда-то кажется, что вам удалось поговорить, удалось обсудить какие-то моменты, что вы друг друга поняли. Может быть, вам когда-то кажется, что вы до него достучались, да, что вот у вас случился какой-то момент истины, момент откровения, когда вы ему что-то о себе сказали, и он вроде бы даже вас выслушал, и вроде бы вы о чем-то договорились, но потом все равно оказывается, что этот мужчина все равно поступает так, как он хочет, делает так, как он привык, как он считает нужным. И так или иначе он все равно, вы обнаруживаете, что все равно случилось так, как хотел он. И в его понимании это и есть стабильность. То есть для него стабильность тогда, когда он может контролировать ситуацию, и когда ничто не случается такое, что выходит за рамки, да, что выбивает его из собственной зоны комфорта. Вот для него это стабильность, он ее так видит, и он к этому стремится. И вот я говорю, это человек, который поставил очень много ограничений со всех сторон, рамок таких, и он очень четко блюдет свои границы. При этом он может нарушать ваши границы. То есть для него нормально, например, чтобы вы поменяли свои планы какие-то, или чтобы вы поменяли свои взгляды, чтобы вы какие-то даже принципы свои поменяли в угоду его планам, принципам и вообще видению мира. То есть для него это нормально, но сам он свое видение мира, свои планы на жизнь он менять не станет. Для него это нормально, он считает, что в отношениях так и должно быть. И он ощущает какую-то свою власть даже в отношениях. Он считает, что он может вершить вот эти отношения. То есть вот его решение – это самое главное. При этом, да, он очень, как я уже сказала, он очень ревностно охраняет свои собственные границы. Он наблюдает и записывает. Вы, конечно, тоже за ним можете наблюдать и свой такой виртуальный блокнотик записывать все, да. То есть вы тоже женщина не глупая, вы тоже все это видите и понимаете. Но мужчина, он 100%, он просто вот ни шагу влево, ни шагу вправо он вам не даст ступить. Вот такие здесь отношения. Если кто-то сейчас не вместе, если кто-то с мужчиной с этим уже расстался, то, скорее всего, это произошло именно вот по этой причине. По причине его такой кондовости, негибкости, нежеланию что-то поменять, принять какое-то решение. Потому что здесь вполне возможно, что если вы расстались, вот именно из-за этого было принято какое-то решение, потому что мужчина не мог принять никакого решения. Давайте посмотрим его чувства к вам, истинные чувства к вам на данный момент. Что он чувствует к вам на данный момент. Что вы значите для него, кто вы для него. Королева мечей сразу у нас выходит. Ну, смотрите, видимо, вы ожесточились. Может быть, вы всегда такой были. Может быть, он всегда вас такой видел. А может быть, сейчас он вас увидел вдруг такой. Женщина, которая ожесточилась, которая перестала уступать, перестала быть удобной, которая сказала, что у меня есть тоже свои правила, свои принципы. И вообще я не позволю о себя ноги вытирать. У меня есть свое видение, как должно быть. Вот он сейчас видит вас такой. Это не значит, что вы стали для него менее привлекательной. Для каких-то мужчин, вот может быть для такого мужчины, который очень ментальный такой, да, вот он все осмысливает. Может быть для него вы стали еще более привлекательны тем самым. Что он почувствовал в вас противника достойного. Что он не смог вас поработить, не смог вас сломить. А королеву мечей не так-то просто поработить. Но, знаете, вы стали такое, скорее всего, пройдя через какую-то боль. Потому что только так у нас рождаются королевы мечей. Пройдя через свою любовь, даже, может быть, переступив через себя, через свою боль, вы стали вот такой. Стали сильнее, стали очень умной, очень осмысленной. Он вас такой сейчас видит.
Маг, ну смотрите, он чувствует, что он с вами не справился или не сможет справиться, потому что вы вершите здесь все. Может быть, даже вы приняли какое-то решение. Он вас видит человеком, который у руля, который контролирует ситуацию сейчас. Как бы он ни старался сам контролировать все, но, видимо, сейчас вы взяли контроль, и он это понял. И вместе с тем ему очень хочется контролировать вас. Очень хочется, ну потому что это император. Он по-другому не умеет. У него начинается паника, если он не может контролировать. То есть то, что вы сейчас взяли контроль над своей жизнью, это еще больше заставляет его хотеть контролировать вас. Если вы сейчас не вместе, он хочет знать, где вы, что вы, чем вы заняты, кто в вашей жизни, что происходит. Ему очень хочется это знать и как-то, может быть, к вам пробиться, чтобы быть рядом, чтобы контролировать. И самое смешное, что он чувствует, что сейчас вы контролируете его. Да, и знаете, вот ощущение неизбежности, здесь у нас 13-й аркан, карта смерть. Бесспорно, мужчина что-то понял, он прошел какой-то урок. Это как бы начало трансформации. Не знаю, прошел он какую-то трансформацию или нет сам, но ваши отношения претерпели вот эти изменения. Он это прекрасно понимает, он так это и видит. Его бездействие или его нежелание принять какое-то решение привело к тому, что все изменилось, и вы все это изменили. И теперь он потерял этот контроль, и он вынужден как-то смиряться с ситуацией. Он видит, что ситуация меняется, уже изменилась, уже ничто не будет, как было раньше. Ему приходится это как-то принимать, как-то с этим жить. То есть, как бы он ни хотел контролировать, но вот это ощущение перемен, глобальных, судьбоносных перемен, оно у него есть. И он понимает, что вы изменились, вы прошли вот какую-то определенную трансформацию, как личность, как женщина, и что вы теперь уже не такая, как были раньше. И если раньше управлял он, то теперь вы маг, теперь управляете вы. Вот как интересно здесь ложатся карты. Как смещается здесь центр тяжести, как смещается вот этот баланс. Что вы теперь как будто поменялись ролями с этим мужчиной. Карта мир. Смотрите, здесь сплошные старшие арканы. Мужчина видит ваши отношения, возможно, как законченные, как завершенные. По крайней мере, он понимает, что вот в той стадии, как было раньше, в ту стадию уже ничто не вернется. И он не дурак, он это видит и понимает. Какая-то карма здесь вмешалась и все расставила по своим местам. И все расставила не так, как хотел он. Башня. Ну, знаете, здесь у мужчины обрушился его мир, я могу так сказать. Как он видит ваши отношения, какие его чувства к вам сейчас, мы спросили. Он видит, что его мир изменился из-за вас, вот из-за этой королевы мечей. То есть после того, как вы изменили сами, вы изменили и свою жизнь, и его. Вы взяли контроль над своей жизнью, и тем самым поменялась его жизнь. И то, как он видит вас и ваши отношения, все изменилось. Для него все обрушилось. По башне уже ничто не будет так, как прежде. Я не знаю, есть ли здесь любовь, но здесь есть ощущение неизбежности вот этих перемен. И да, мужчина здесь проходит урок. Он просто остался один на один с пониманием того, что все, во что он верил, все, что он делал, все, как он считал правильным, все это не сработало для него. Все это обрушилось, и сейчас ему надо научиться с этим жить. Тут вопрос стоит или меняться самому, или менять что-то в своих представлениях, или как-то учиться с этим жить по-новому. Но здесь есть, конечно, ощущение потери. Хочу еще раз спросить. Его чувства. Нам здесь больше показали, как он видит ваши отношения сейчас. Как он видит вас сейчас. Я хочу узнать его чувства. Его чувства к вам. Что он чувствует? Карта шут. Ну что, как мальчишка чувствует, что ли? Хотелось бы, чтобы все стало легче и проще. Может быть, начать сначала. Знаете, здесь есть желание у него проснуться вот от этого страшного сна, со всеми этими страшными старшими арканами, да, которые его накрыли.
Его просто пространство вот так вот взяло и постучало об стол его личиком. И вот ему хочется проснуться от этого и понять, что ничего этого не было, все это был только страшный сон, что на самом деле все хорошо. И вот эта королева мечей, это вовсе не такая страшная королева мечей, это та женщина, которая его любила. Чтобы все это прошло. Сплошные старшие арканы у нас здесь выходят. Да, ему хочется, чтобы все вернулось. Посмотрите, колесо фортуны, карта шута. Чтобы все прошло, чтобы все вернулось, чтобы заново вы его любили, чтобы судьба его любила, чтобы все было как прежде. Но я пока не вижу здесь чувств. Вот знаете, тех чувств, которые бы его тянули именно к вам. Я здесь сейчас вижу желание снова войти в свою зону комфорта. Вот как здесь. Как ему было удобно, как ему нравилось. Ему очень хорошо было иметь рядом с собой вот эту женщину, которая его слышит, понимает, уступает даже в чем-то. Вот у него было ощущение, что вы такая очень хорошая пара. Но это ощущение было только тогда, когда он диктовал свои условия, а вы подстраивались, подчинялись. Но как только вы перестали подстраиваться, у него это ощущение пропало, единство, и теперь он хочет его вернуть. Он не понимает, что нужно для этого нечто большее. Отшельник. Ему очень одиноко, он очень остро ощущает это одиночество. Конечно, что-то пытается переосмыслить. Как я уже говорила, это мужчина не глупый. Он прекрасно понимает, нравится ему это или нет, смирится он с этим или нет, но он понимает, что он проходит урок, и он знает почему. Он знает, почему его сейчас так накрыло. И уже здесь, знаете, есть такое желание, скорее бы уже этот период закончился в моей жизни. Я уже все осознал, я уже обо всем подумал. Верните все обратно. Но нет, видимо, должен пройти какой-то период. Пока он этот урок полностью не осмыслит, не осознает, Вселенная его не отпустит. И знаете, все-таки здесь очень большое эго. Очень большое эго. Потому что я могу сказать, что вот как бы я ни спрашивала о его чувствах, это все чувство его собственного эго. Вот то, что он чувствует, это для него сейчас на первом месте. Он не чувствует к вам, а он чувствует себя, как ему плохо, как ему одиноко, как он хочет, чтобы все как-то изменилось для него, для самого, не для вас, не ради вас. Ему хочется снова быть на коне, ему хочется себя чувствовать успешным. Вот здесь у нас карта победителя, шестерка жезлов. Ему хочется вернуть все, как было раньше. Да, с вами он чувствовал себя прекрасно. И вот ради этого чувства, конечно, он хочет вас вернуть, потому что вы ему давали, дарили это чувство. Вы им восхищались, вы его уважали, вы его ценили, и он, естественно, был на высоте. В ваших глазах он просто купался вот в этой любви. Можно сказать, вы его вот так вот возносили. Колесница. Мужчина ждет, что все изменится, он ждет какого-то прорыва, надеется на этот прорыв. Сам что-то будет обязательно делать для этого, но я здесь не вижу чувств, потому что я спрашиваю уже второй раз о его чувствах. Показали, как он видит ситуацию, но о чувствах здесь нет ничего. Только то, что он проходит сейчас тяжелый урок, тяжелое испытание. Хотел бы уже, чтобы оно поскорее закончилось. Общается с высшими силами, возможно, и говорит: я уже все понял, уже наконец-то дайте мне сдвинуться с мертвой точки, выйти из этой пещеры отшельника и уже наконец-то увидеть мир заново, да, в новых красках. Но я не вижу здесь, чтобы он говорил о своих чувствах к вам. Почему? Что для него сейчас самое главное? Разбитое сердце. Буквально недавно я делала расклад, где очень-очень перекликалось. И также я взяла карту и вышло разбитое сердце. Это потому, что мужчина сейчас думает только о своей боли. Здесь есть эгоизм, да, здесь очень большое, сильное эго. Мужчина чувствует только свою боль, думает только о своей боли. Если он причинил боль вам, он сейчас об этом не думает. Давайте посмотрим, если вы сейчас не вместе, хочет ли он возобновить отношения. Если вы все-таки с ним как-то продолжаете общение, несмотря на вот это все,
Хочет ли он что-то поменять в ваших отношениях, чтобы ситуацию улучшить? Какие его планы? Королева чаш. Да, конечно, он хочет вернуть. Он хочет вернуть все, как было, чтобы вы были той самой любящей женщиной, которой он хотел и умел управлять, и которая, в общем-то, была очень мягкая с ним, понимающая, добрая, толерантная. Явно, что он хотел бы, чтобы вы сменили гнев на милость, стали бы снова вот этой вот мягкой, обаятельной, любящей женщиной. Он хочет, чтобы вы поменялись. Сам, я не знаю, вряд ли он хочет меняться. У него очень сильное сопротивление. Он, как я уже говорила, как император, он очень негибкий человек. Для него поменяться самому, ну я не знаю, возможно ли такое вообще. Он скорее будет ждать, когда судьба изменится, как вот по колесу фортуны, да. Когда же судьба изменится и станет благосклонной, чем он подумает о том, что я сам должен что-то изменить. Скорее всего, он останется таким, какой он есть. Но он хочет, чтобы изменились вы, чтобы вы сменили гнев на милость по отношению к нему. Конечно, здесь есть тоска по вам, по той самой вот любящей женщине. Очень сильное сопротивление происходит. Вы знаете, он будет ждать и требовать перемен от всех, от вас, от мира, от судьбы, но только не от себя. Вот у него прямо защитная реакция такая, что я ничего не должен менять. Он вообще считает, что он уже пострадал. Он уже пострадавший, и он уже идеальный. Что же он еще должен менять? То есть я здесь не вижу каких-то конкретных шагов, планов к переменам. Тут больше идет незнание, что он может сделать. Незнание, непонимание, нежелание, опять же, что-то делать. И даже недоверие есть. Недоверие к вам. Очень сильный внутренний конфликт. Конфликт ума, сердца и конфликт собственного эго. Потому что даже если он понимает, что он должен что-то изменить, вот ему совершенно тяжело и трудно себе представить, что он реально будет подстраиваться под кого-то, что он что-то должен в себе изменить, например, вот в отношениях с вами. Что, например, он должен стать более гибким каким-то. То есть у него вот этот идет постоянный конфликт. Он хочет перемен, но как будто кто-то другой должен меняться, а не он. Вот это вот губительное для него ощущение собственной правоты. То есть получается, что он урок-то все равно не прошел. Как бы он ни говорил здесь, что все, хватит, я уже все понял. Нет, он не понял, он не прошел урок. И до тех пор, пока он его не пройдет, его будет колошматить. В штыки воспринимает мысль о том, что для того, чтобы перемены какие-то начались в его жизни, он должен меняться сам. Вот этого он не принимает. Он будет сопротивляться до последнего. При этом он хочет, чтобы его любили, понимали и принимали таким, какой он есть. Чтобы рядом с ним была вот эта королева чаш. Скорее всего, это вы. А может быть, это просто любая женщина, которая согласится его принимать, любить таким, какой он есть. Но меняться самому нет. Здесь нету никакого желания измениться. Абсолютно. Здесь все абсолютно в штыки. Здесь сплошной конфликт идет. Здесь идет сплошная борьба. Я буду сражаться до последнего, но я ни под кого не буду подстраиваться. Вот такой здесь тяжелый характер, тяжелый человек. Давайте посмотрим, будет ли он как-то действовать в отношении вас в ближайшее время. Будет ли он как-то действовать. Какие-то реальные шаги от него последуют или нет. Как будет себя вести. С позиции силы, с позиции правого человека. Вы знаете, даже если он к вам придет и скажет, что он что-то понял, попытается примириться, скорее всего, он никогда не скажет: извини, я был неправ. Скорее всего, он попытается это обставить так, чтобы эти слова не были произнесены. Он может какими-то действиями что-то дать понять, как угодно, но вот этих слов он не скажет. Но если будет действовать, что вполне возможно, вы поймете, что его тянет к вам. Потому что это притяжение, это нечто такое, с чем он справиться не может. Вы все-таки очень крепко его держите. И я не удивлюсь, если держите именно тем, что вы изменились. Вы стали вот этой королевой мечей. То есть вы взяли контроль, и этим вы его держите. Но
этого недостаточно, чтобы он изменился. Скорее всего, да, он будет действовать. Вы поймете по его поведению, что он хочет все вернуть, что он даже на какое-то время может стать более мягким, более покладистым. Вам даже может показаться, что человек на самом деле изменился. Хоть он слов, может быть, вам этих и не скажет, но по поведению вы можете это почувствовать. И если сейчас у вас какая-то ссора, да, какая-то непонятная пауза в отношениях, то, скорее всего, может наступить момент такого медового месяца, момент конфетно-букетный заново. Я не удивлюсь, если это уже было. И мужчина снова проявит все свои самые лучшие качества, что вам покажется, что на самом деле мы можем находить общий язык, и у нас есть много общего, и мы можем быть счастливы. Но я не знаю, надолго ли это. Здесь нужно быть осторожной, чтобы вот не впасть в эти иллюзии. Потому что, особенно если у вас такое уже с этим мужчиной было, вы должны все-таки понимать, какой он, и что, скорее всего, этот человек не изменится. Поэтому, да, может быть какой-то период очень прекрасный, но через какое-то время, скорее всего, все повторится. Вот если у вас какой-то цикл в отношениях есть, то все это может повториться. Хотя здесь вот мне показывают очень хорошие карты, что на самом деле, единственное предупреждение, чтобы вы не впадали в иллюзии, чтобы вы достаточно не потеряли, чтобы голову достаточно трезво все-таки смотрели на него. Потому что мужчина будет стремиться в свою зону комфорта. Стремясь в эту зону комфорта, он, скорее всего, будет создавать комфорт для вас. Потому что он понимает, что если вам хорошо, то ему будет хорошо рядом с вами. Как долго он сможет это делать, я не знаю. Потому что у него все-таки вот характер его, это такая вещь, которую никто не сломит. Поэтому какое-то время, да, будет очень хорошо. Будут моменты счастья, если вы его примете обратно. Будет казаться, что все хорошо. Смотрите, просто сплошные чаши, король чаш, да, он проявится со своей любовью. Вполне возможно, что у него есть к вам искренние чувства. И, конечно же, есть притяжение. И, конечно же, вы у него в голове и в мыслях. Просто сейчас, вот не зря показали снова разбитое сердце, он просто ни о чем другом думать не может. Ему плохо. Но если ему удастся вас вернуть, то у него как-то все наладится, ему станет намного лучше, намного спокойнее. Вы подарите ему эту энергию любви, спокойствия, которой ему сейчас как раз очень не хватает. И да, то есть будет вот такой вот очень хороший, очень сладкий, вкусный период. Вполне возможно. А в долгосрочной перспективе могут начаться сложности. Вот десятка жезлов нам об этом говорит, что если цикличность какая-то есть в ваших отношениях, то вполне возможно, что опять настанет период каких-то его сложных переживаний, показывать будет свой характер, упрямиться. То есть опять с ним станет тяжело. Вот если у вас это уже было, то этот период возвращается. И вообще с этим человеком будет тяжело. То есть надо понимать, что это за человек, его характер, понимать, что его переделать будет невозможно. Если в чем-то вы не совпадаете с ним в каких-то базовых вообще вещах, в каких-то базовых ценностях, то вы должны понимать, что вы его не переделаете. И опять начнутся сложности с ним. После вот этого периода затишья, когда все хорошо, он будет купаться в вас, да, вам дарить что-то тоже, вот хорошие чувства, эмоции, любовь. Он может это делать, но потом снова проявится его характер. Обязательно. Поэтому резюме такое, девочки. Мужчина очень тяжелый. Он вас любит, хочет быть с вами, но с ним очень-очень тяжело. Изменить его невозможно. И этот мужчина так или иначе всегда может обидеть, ранить, сделать больно. Поэтому здесь вы только сами можете решать, насколько вы готовы этого мужчину держать. Держать в ежовых рукавицах, что очень тяжело. На этом я закончу свой расклад. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого лучшего, мудрости, спокойствия, терпения и до новых встреч.